Привет всем, дорогие мои подписчики и гости моего канала. В последнее время я перешла на бездрожжевой хлеб и пеку я его сама, поэтому сегодня хочу с вами поделиться этим простым рецептом бездрожжевого хлеба. Для теста в глубокую чашу высыпаем 4 стакана пшеничной муки, добавляем чайную ложку соли, может чуть меньше, 2 чайные ложки разрыхлителя. Из специй я решила добавить чайную ложку молотого кориандра. Еще добавлю ядра подсолнечника, примерно 2 столовые ложки. Теперь хорошо перемешиваем сухие ингредиенты. Кстати, вместо разрыхлителя можно использовать соду, но ее нужно в 2 раза меньше, чем разрыхлителя. На данное количество муки берем всего чайную ложку соды. Далее добавляем 400-450 мл кефира и начинаем замешивать тесто. Я просто покупаю маленькую пачку кефира и весь его выливаю в тесто. И если муки недостаточно, то подсыпаю еще немного во время замешивания. Пока тесто еще не собралось в комочек, добавляем 2 столовые ложки растительного масла и продолжаем замешивать. Долго вымешивать тесто не нужно, оно просто должно собраться в комок. У меня на канале есть еще много простых и вкусных рецептов, как праздничных, так и повседневных. Ссылочки на некоторые подборки оставлю в описании. Видите, тесто остается таким липким, так и должно быть. Теперь форму для выпечки или противень застилаем пергаментной бумагой и смазываем ее маслом. Далее выкладываем комок теста, накрываем полотенцем и оставляем его на 20 минут при комнатной температуре отдохнуть. Тем временем включаем духовку прогреваться до 210-220 градусов. Я пекла при разной температуре и особой разницы, честно говоря, не заметила. Спустя 20 минут обильно смачиваем тесто водой и присыпаем еще ядрами подсолнечника. Все отправляем в разогретую духовку примерно на 40-50 минут. Ориентируйтесь по своей духовке, хлебушек должен хорошо пропечься. И еще, чтобы верхушка не подгорала, тесто можно накрыть фольгой, но я это, честно говоря, делаю редко. Готовый хлеб вытаскиваем из духовки, укутываем его в полотенце и оставляем до полного остывания. Сразу хлеб не режем, это очень важно. Сначала хлебушек получается с такой жесткой корочкой, но когда он немного постоит, то станет более мягким. Посмотрите, какой хлеб получился в разрезе. Он хорошо пропекся, не плоский и с дырочками. Этот хлеб хоть и бездрожжевой, но очень вкусный. На данный момент я полностью перешла на такой хлеб и пеку его каждую неделю с разными добавками. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и пишите комментарии. Также не забывайте подписываться на мой канал. Здесь вы найдете много простых и вкусных рецептов. Приятного аппетита!